Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня опять говорим о русском языке. Не устанем повторять, что это живой язык, поэтому этот язык изменяется. Хотим мы этого или нет. И сегодня поговорим о том, как он изменяется, об основных тенденциях. Ну, конечно, первая и, наверное, самая большая тенденция — это заимствование из других языков. Заимствованные слова — это слова, которые мы взяли из других языков. Но интересно, что в русском языке мы не просто их заимствуем, берем как они есть, но и добавляем наши привычные суффиксы и префиксы. Например, не просто кринж, а мы сделали слово кринжулька. Не просто блокировать, а заблочить. а. Ну или вайб, и от него уже пошло вайбовый. В общем, изменяем как можем. Да, обычно это очень смешит иностранцев и особенно, наверное, англоговорящих учеников, потому что они видят и слышат привычное слово, но с какими-то странными для них модификациями. А для нас, наоборот, это очень привычно. Да? Да. Так, да, появляются не только новые слова, но и появляются новые значения старых, привычных слов. Например, раньше слово «душный» означало какой-то несвежий, так говорили о воздухе, например. А сейчас «душный» значит скучный, занудный. Также слово «токсичный» раньше использовали, когда говорили о химических веществах, а сейчас токсичными называют людей, которые любят манипулировать. И, кстати, у нас уже был выпуск о токсичных людях где-то здесь. Раньше также использовали слово «зайти» как глагол движения. Зайти в комнату, зайти к другу. А сейчас есть дополнительное неформальное значение «понравится». Мне зашла книга или мне не зашел концерт. Да, надеюсь, вам заходит наш подкаст, и, может быть, вам зайдет наш разговорный клуб. Хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб, где вы можете практиковаться говорить на русском языке. Также вы можете найти там друзей и просто хорошо провести время. Все детали в описании. Еще одна тенденция — это появление и распространение феминитивов. Феминитивы — это женские эквиваленты для разных профессий. Теперь можно услышать не только автор, но и авторка, не только редактор, но и редакторка, не только блогер, но и блогерка. И это очень спорная тема в нашем обществе сейчас, потому что эти слова звучат непривычно, для нас иногда звучат странно, потому что раньше их не было, но и потому что вообще тема женской роли или роли женщины в обществе, она довольно актуальная сейчас, и все ее обсуждают. Да, верно. Но перейдем от такой тяжелой и противоречивой темы к теме совсем не противоречивой. Об этой теме никто не говорит. Это предлоги. Это такие маленькие слова, которые несут большое значение на самом деле. И предлоги тоже изменяют свое значение. Точнее, расширяются случаи, где они используются. Проще говоря, раньше там мы не использовали предлоги, а теперь мы используем предлоги. И предлог «на» сегодня используется в популярных сленговых выражениях. Например, быть на стиле, то есть быть стильным, быть на позитиве, быть позитивным. И часто говорят «я на чиле», «я на расслабоне». И еще одна тенденция, которую я заметила лично в последнее время, это то, что люди начинают говорить не из Москвы, из России, а с. То есть изменяется использование предлога «с». Его теперь говорят чаще. Я немного
в шоке от такой тенденции, но посмотрим, что будет дальше, как изменится язык, примет ли он эту новую форму. Ну, видимо, принимает, раз ты слышишь это все чаще и чаще. Да, конечно, как мы сказали в начале, язык меняется, и мы должны наблюдать за этим, особенно как учителя русского языка, чтобы понимать, чему мы должны учить и как мы должны это объяснять. Так, ну и следующая тема сложная Больная обычно. тема, да. Для изучающих. Числительные. Что происходит с числительными в русском языке? Мы знаем, что числительные изменяются по падежам, но, к сожалению, нет одной модели, по которой изменялись бы все числительные. И поэтому это проблема не только для иностранцев, которые изучают русский язык, но и для самих носителей русского языка. Например, сейчас есть тенденция неправильно изменять числительные. Например, вместо того, чтобы сказать «до 500», что правильно в родительном падеже, говорят «до 500». А иногда и вообще решают не изменять числительные, говорить «до 500». Да, и это очень интересно. Я не могу сказать, что я пурист в этом отношении, но очень интересно за этим наблюдать, когда же, например, люди, которые выступают с какими-то экономическими докладами в прямом эфире, в Ютубе или где-то еще, они делают ошибки. И даже они не подумали о том, а правильно ли я изменяю это числительное. И мы продолжаем слышать неправильную форму, и нам уже кажется, что это правильная форма, потому что все вокруг так говорят. Поэтому, наверное, мы в самом начале этого пути, когда все-таки начинают упрощаться числительные в плане того, как они изменяются по падежам. Но только в начале. Поэтому вам все еще нужно учить, как изменять числительные. Хорошо. И следующее — это я хотела поговорить о принципе экономии языковых усилий. В принципе, он существовал всегда и существует сейчас тоже. Люди хотят выразить мысль, используя меньшее количество звуков. И поэтому мы часто сокращаем слова. Например, вместо сигарета говорят сига или сишка, вместо зажигалка говорят жига, вместо интернет — инет, вместо разработчик — разраб. И это особенно важно знать, когда вы изучаете русский, потому что если вы этого не знаете, вы просто не поймете носителей. Да, абсолютно верно. И такая же тенденция есть с аббревиатурами. Если раньше они были признаком формального текста, какого-то делового текста, то сейчас, наверное, из-за интернет-общения они выходят в народ, так скажем, и люди используют их в своей повседневной жизни. Ну, например, спс как спасибо или здр с днем рождения. Да, но и нельзя не отметить, что скорость речи изменилась. Сейчас люди говорят быстрее. И даже когда мы обсуждали фильм «Бриллиантовая рука», мы тоже отметили, что это советский фильм, и там действительно все говорят очень медленно. И они произносят каждый звук, чего сейчас невозможно услышать даже, наверное, на телевидении, на каком-нибудь федеральном канале. И сейчас мы говорим быстрее, и также у нас есть редукция гласных, то есть гласные начинают терять свое качество, терять свою силу, и вместо хорошо, хорошо уже говорят хорошо, хорошо, хорошо. Какой это звук? Это звук шва, да, между х и р. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше, но, в принципе, мы всегда отмечаем, что основной смысл слова несут согласные. Да. И если слово написать только согласными, мы поймем, что это за слово. Да. И немного о нашем отношении. Итак, Катя, как ты относишься к этим изменениям в русском языке?
Ам, Должна сказать, что некоторые изменения меня раздражают. Ну, мне кажется, просто это человеческая натура не любить все новое, перемены, какие-то странные, необычные изменения. Мы обычно это отрицаем. Но в целом, как преподаватель русского языка, я придерживаюсь описывающего метода. Я не хочу говорить своим студентам: нет, это неправильно, ты так не должен говорить, если на самом деле очень большое количество носителей используют эту форму. Я на уроках предлагаю два варианта: правильный и который тоже можно услышать. Почему нет? Да, я думаю, такое отношение у нас сформировалось в школе. Я именно про вот это раздражение, когда кто-то говорит неправильно. Потому что в школе, когда мы учимся, особенно когда мы готовимся к государственному экзамену, нас учат, что вот это правильно, и все. То есть у тебя нет выбора, ты должен знать только так, как правильно. В школе, если ты скажешь: ну да, это неправильно, но я слышал, так говорят на улице, ну, тебя отчитают и скажут: мало ли, как говорят на улице, вот словарь, в словаре такая форма, значит, это верно, и все. И поэтому после школы нам уже как-то становится сложно и неестественно принимать эти неправильные формы, хотя они действительно вокруг нас. И хорошо, что мы сейчас не в школе, и мы можем принимать эти формы. И я согласна с тобой, что на уроках я тоже говорю, что вот эта форма неправильная, но люди так говорят. Потому что я считаю, что мы учим язык для того, чтобы общаться. И смысл не учить язык, на котором общаются носители, ну, я не вижу. В этом нет никакого смысла. Поэтому, да, это неправильно. Мы не учим неправильные формы, но мы рассказываем, что они есть, а дальше ученик принимает решение, Да. будет он так разговаривать или нет. Мгм. Кстати, вопрос, может быть, мы не включим его в выпуск, про слово кофе. Мы Да, знаем, что кофе — это мужской род, да, и раньше я на уроках всегда давала его как исключение, когда мы изучаем в начале да. род, и я его давала. Если честно, в последнее время я перестала это делать, потому что я думаю, ну зачем бигинеру такой диссонанс, как в только что выученной системе? То есть все равно больше половины будет говорить средний род у кофе. Тогда, может быть, и не нужно это знать. Ты как думаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь, и я думаю, что я даже знаю, в каком учебнике это слово написано как исключение в таблице. Я все еще продолжаю говорить, что сейчас возможно два рода, потому что я не знаю, с кем будет общаться этот ученик, и я не знаю, какую форму он будет слышать. Но и, конечно, когда ученик говорит «моё кофе», я уже не буду исправлять. Несмотря на то, что мне, может быть, это не нравится, потому что в школе нас учили, что кофе — это он, это мужской род. Но сейчас так возможно говорить, это не ошибка, Мгм. поэтому почему нет? Да, по-моему, даже это стало новой нормой, что можно и мой кофе, и моё кофе. Поэтому выбирайте сами. Но, если честно, меня раздражает это, когда нет точного ответа, как М, правильно. И из-за этого и у тебя в голове постоянно точно я правильно говорю, мгм. и из-за этого люди начинают спорить. По-моему, гораздо легче выучить одну правильную форму и использовать ее. Также с ударением, Да, например. много Слова, в таких которых, слов. возможно, такое ударение и другое ударение. И каждый раз, но особенно, когда ты на уроке, особенно, когда ты преподаешь, и вот М. эта вот секундная мысль, так, а точно это правильно? И меня это дико раздражает, но я думаю, что, наверное, никогда от этого не избавлюсь. Да, это действительно вопрос, почему некоторые правила такие строгие, и, ой, если ты сделал ошибку, ты звучишь безграмотно, а в других словах можно так, можно сяк, как хочешь. Так, сяк, хорошая фраза, кстати. Да.
и так, так-сяк. Да, но еще добавлю, что раньше, особенно вот после школы, я исправляла всех вокруг меня, кто говорит что-то неправильно. Но потом, когда это стало моей работой, я решила, что бесплатно я не буду это делать. Поэтому можете говорить как хотите, но я все еще считаю, что язык отражает твой уровень образования. Поэтому, если кто-то, не знаю, в одном предложении сделал 30 ошибок, я думаю, боже мой, чем ты Мгм. занимался в школе? Что ты Да. делал потом после школы? Ну, наверное, это тоже человеческая такая черта, анализировать немного это в голове, не Мгм. знаю. 100% я с тобой согласна, потому что для меня, если какой-то бизнес на сайте или в комментариях представитель какого-то бизнеса делает ошибку, хотя представляет себя как специалист, ну, не одну ошибку, конечно, а когда они встречаются на каждом шагу, я уже начинаю задумываться о компетентности этого специалиста, потому что писать грамотно — это все-таки база. Ну, это еще тоже подход, потому что одно дело, когда ты говоришь с другом и сделал какую-то ошибку. Ладно. Совершенно другое дело, когда ты пишешь какой-то текст на сайте или в социальных сетях. Потому что если там есть ошибка, это просто говорит о том, что ты даже не заморочился, чтобы проверить этот текст на ошибки, чтобы вставить его в чат GPT и написать «проверь текст на ошибки». Но это значит, что он не заинтересован в том, чтобы это был хороший продукт, и почему я должна что-то покупать, услуги или сам продукт. Да. Да, я с тобой согласна. Мгм. Ну и поэтому я думаю, что есть разница между преподавателем русского языка для русских и русского языка для иностранцев. Опять-таки, мы описываем язык и говорим и так можно, потому что люди будут это слышать. Но учитель русского языка для русских все-таки должен учить литературной норме. Ты должен это знать. Многие не видят этой разницы, и я вижу очень много преподавателей русского как иностранного, которые продолжают вести себя так, как Да. будто они работают в школе, где изучают русский для носителей, и просто говорят: «Не говори так!» Все так говорят, и ты Мгм. можешь так говорить. В смысле не говори так? Или эти кликбейтные заголовки видео на Ютубе. Мгм. Не говори так. Да почему не говори так? Или не говори «я» в русском языке. Мы часто говорим «я». И я понимаю, что есть предложения, в которых мы можем опустить это «я». Но что значит «не говори «я»»? И некоторые ученики, которые, может быть, только в начале своего пути, они действительно подумают, что я не должен никогда использовать «я». Ну что это за бред? Я вообще не согласна. Но, конечно, я не пишу там гневные комментарии коллегам. И я понимаю, что это кликбейт, да, но внутри я просто настолько недовольна этой ситуацией. Ну да, есть такое, и я просто всегда думаю в такие моменты, в русском языке так много разной грамматики, конструкций, новых слов, которые тебе нужно изучить, те же пунктуационные правила, что думать о том, что, о, вот это супер важно, там ударение в этом слове на этой букве, это такие мелочи. Давайте учиться просто грамотно, вежливо себя выражать, а уже потом детали, если вы уже там все выучили в русском языке, можете открыть учебник для русскоязычных и уже изучать эти нюансы. Абсолютно верно, тоже в разговорном клубе. Конечно, делают ошибки изучающие, и это нормально, но я не буду каждого исправлять, ты вот здесь сказал неправильно, здесь сказал неправильно, потому что цель разговориться, и потом можно исправить все эти ошибки, но если ты будешь бояться их сделать с самого начала, ты просто не продвинешься абсолютно никуда. Мгм. И даже в тестировании по русскому языку есть разница между коммуникативно значимыми ошибками, то есть те ошибки, которые мешают понять вас, и коммуникативно незначимыми ошибками, которые, ну, там, ошибки в грамматике или в ударении, которые, в общем-то, не мешают вас понимать. И разница между оценкой за эти ошибки, она большая. То есть
коммуникативно значимые — это то, о чем нужно думать. Коммуникативно незначимые, не приоритет. Да, мне кажется, у нас получилась тема немного шире этого выпуска. Не только тенденции, но и наши ощущения, и то, как мы преподаем. Но это все связано с русским языком, и я думаю, что это все актуально для изучающих русский язык. Поэтому, в конце концов, это наш подкаст. Мы можем говорить о чем захотим. Так, Действительно. вопрос недели. Вопрос недели. А раздражает ли вас, когда неправильно используют ваш родной язык? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.